Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо, мы с вами снова в гараже. Я вам сейчас покажу, как у меня тут обстоят дела с мотоциклом М62. Продолжается его сборка, и на днях мне привезли колесо колясочное после пескоструя и грунта. Его необходимо было покрасить традиционно в тот же самый серый цвет. И вот моя покрасочная камера. Чтобы краска быстрее сохла, я использовал газовую печь. И результат неплохой. Все уже подсохло. 2 дня прошло. Как видите, из подручных средств все собрано. Это щетка, которой я подметаю пол. Картон, чтобы не покрасить заодно и ворота. Пластиковые стяжки. Сейчас все это уберем, наведем здесь порядок, и речь сегодня пойдет не о колесе, а пойдет у нас сегодня речь о компонентах электросистемы. Какие-то из них уже были вместе с мотоциклом, какие-то дозаказаны и уже доставлены, ну а какие-то еще только предстоит искать и покупать. Поэтому сегодня я очень хотел бы определиться, чего именно у нас не хватает, поскольку в ближайшую субботу отправляюсь на мотобазар в город Лодзь. И там будет прекрасная возможность найти все недостающее, подержать в руках, посмотреть и купить. Так что план такой. Смотрим, что у нас есть, по возможности устанавливаем сразу на мотоцикл, а недостающие вещи запоминаем или записываем. Давайте по порядку. Есть 2 китайских фонаря на крыло коляски. Это будет габарит, а это будет стоп. Они абсолютно одинаковые, но габарит я уже доработал, он покрашен. Провода перенесены вниз, будут уходить прямо под крыло, чтобы снаружи ничего не выступало, не мешалось. Глянем, как это светит. Удивительно, но желтый масса, а белый и черный это 2 спирали лампы. Теоретически можно этим же габаритом показать и поворот. Видите, это будет габаритный огонь. А такой поворот, хотя по правилам в Польше поворот должен быть желтым. Подумаем над этим. А вот этот я еще не трогал. Хочу вам показать всю прелесть китайской инженерной мысли. Он такой коричневый, некрашенный, тоже с белым стеклом. Стекло надо будет заменить на красное. И обратите внимание, как это светит. Так, желтый, белый, черный. Видите? Очень странно выглядит. А дело все в том, что китайцы, когда собирали этот фонарь, перепутали направление установки лампы. Даже не так, перепутали направление монтажа патрона под эту лампу. То есть лампа светит в глухую заднюю стенку. Та-дам! Как вам такое решение? Лампочка светит не туда. Ладно, все это переделаем. Все равно разбирать, красить стекло, менять. Крыла коляски готового у нас пока нет, поэтому эти фонари отставляем в сторонку. Следующий элемент нашей электросистемы – это указатели поворотов. Тоже китайские, металлические, алюминиевые. Уже, как видите, покрашены в серый цвет. Были они до этого черными матовыми. Внутри светодиоды. Сейчас проверим. Плюс-минус. Интересно, они при обратной полярности будут работать? Нет, в обратную не светят. Значит, важно соблюдать полярность при подключении. Черный провод пойдет на массу, красный
к переключателю, откуда будет приходить питание. Светят, в принципе, неплохо. Есть такая решеточка. Теоретически пойдут, даже по стилистике вписываются в этот мотоцикл. Эти на длинных ножках будут установлены вместо болтов крепления фары. Не спрашивайте почему. Это решение владельца. Он видит их именно здесь. А короткие пойдут сюда. В принципе, могу их сразу и установить. Согласитесь, классно смотрится. Сзади очень симпатично. А вот спереди придется повозиться. Дело в том, что болты крепления фары у нас меньшего диаметра. И если в кронштейны, вилки, любые болты подойдут, поскольку здесь отверстие большое, то в фаре придется отверстие рассверливать. Там еще обычно идет резьба. Но в нашем случае она, видите, сорвана. Так что мы ничего не теряем. Ну и если уж на то пошло, то, пользуясь случаем, заменим еще и трос спидометра. Он здесь в ужасном состоянии. Имеет множественные трещины в оплетке. Наверняка внутрь попадала вода. Видите? Весь потрескался. Хотя похож на заводской оригинал. А значит, лет ему больше, чем мне. Интересно, эта резинка идет вместе с тросом? Или нам придется новый трос через нее как-то протягивать? Уж очень отверстие в ней маленькое. Да и сама она выглядит не очень. Хотя я хотел бы, чтобы она стояла в корпусе фары. Значит, надо будет что-то придумать. Новый трос у нас здесь. О, отлично, на нем есть такая резинка. Неплохое качество. Здесь, видите, кожух резиновый высокий. Очень часто наблюдаю проблему попадания воды в днепровские коробки через трос спидометра. Жаль, что его так переломали, согнули в нескольких местах. Но, надеюсь, со временем он примет нормальную форму. Главное, чтобы внутри все свободно вращалось. И не помешает туда добавить немножко смазки. Вот, например, это не ВДшка, а именно что смазка техническая. Отлично. Сделаем небольшой тест. Вращаем сердечник троса. Видим, стрелочка отклоняется. До 20 км в час получается пальцами разогнать. Ну и теперь сделаем отверстия, подходящими для установки наших китайских поворотников.
Если не ошибаюсь, резьба М10, сверло 10 миллиметров. Как серпом по одному месту. Так, получилось? Получилось, подходит. Можем фару возвращать на мотоцикл. И в качестве болтов крепления используем теперь наши поворотники. Технически решение хорошее, очень удобное в плане подключения проводов. Ничего лишнего, все классно и фара надежно держится. Но чисто эстетически вот просятся они пониже, где-нибудь здесь, на уровне нижней траверсы. Однако и так тоже неплохо. Уверен, многие с владельцем мотоцикла в этом плане согласятся. Поворотники вписались отлично. Двигаемся дальше. Раз уж взялись за фару, то по ней и пойдем. Здесь у нас должен стоять замок зажигания. Он есть. Оригинальный. М62. Все работает. Еще только предстоит разобраться, какая тут схема коммутации. Что куда ведет. Но для начала устанавливаем. Уже на этой стадии я могу сказать, что нам не хватает специализированного крепежа. Вот этих самых маленьких винтиков. Из 3 есть только 2. А также обратите внимание на лампочки. Здесь стекляшка вся побита, треснута, ее стоило бы заменить. А с другой стороны вообще нет. И здесь должно стоять не стекло, а предохранитель с такой пробкой под плоскую отвертку. Вот только я хочу отказаться от этого предохранителя, сделать его отдельно в современной колодке флажкового типа, а сюда установить лампочку датчика нейтрали. То есть нам надо еще одна зеленая стекляшка. Вот уже есть что искать на барахолке. Есть также к этому замку шторка, но без самой закрывающейся части. Вроде как все подходит. Да, подходит. Но функции закрывания у нее нет. Видите, здесь должен быть такой ползунок. Он, к сожалению, утерян. Тоже можно глянуть, если не слишком большие деньги будут за это просить. Можно и прикупить. Так. Все такое маленькое, все такое миниатюрное. Ладно, я знаю, что замок нам еще много раз придется снимать во время укладки проводки, подключения. Поэтому крепко его прикручивать не будем. Двигаемся дальше. Оптика. Оптика у нас симметричная. Нет никакой отсечки в сторону обочины. А что тут насчет лампочки? Мы ведь переделали систему на 12 вольт. И 6-вольтовую лампу оставлять нельзя. Сгорит. 12 вольт 50-40 ватт. 2 спирали. Ближний, я так понимаю, 40. Дальний 50.
От 65 ватт, которые выдает генератор, остается совсем немного. Всего 15. Можно нажать на тормоз и одновременно на сигнал. И мотоцикл заглохнет. Ну, хотя нет, наверное, не заглохнет, просто будет работать за счет аккумулятора. Так. А вот в габарите, кажется, лампа все-таки 6-вольтовая. 6 вольт, 2 СВР-65. Такая пузатая старинная лампочка. Значит, нужна двенашка с таким цоколем, как для подсветки спидометра. И думаю, что не одна. В подсветку спидометра тоже пойдет лампа. И куда-то еще я хотел. Ну логично. Красная лампа зарядки, зеленая лампа нейтралки. 1, 2, 3, 4, 5 штук для ровного счета надо взять. Красивый ободок с козырьком. Люблю такие. Так. Не хочет закрываться. Как будто что-то мешает. Ну, вроде все на месте, все хорошо. Есть. Наша техника. Любит, когда к ней руки приложишь. Что у нас осталось? Осталось совсем немного. 2 звуковых сигнала. Один из них родной этого мотоцикла, и он 6-вольтовый. Попробуем. Плюс-минус, думаю, разницы нет. От 12 вольт. Ой, как бьет по ушам. Очень громкий пронзительный звук. Второй на 12 вольт, естественно, китайский. Блестящий, хромированный, и вот это красного цвета диафрагма, пластина, которая, собственно, своими колебаниями и создает звук, очень мне не нравится своим цветом. Я бы ее покрасил. Ну, зато звук гораздо приятнее. Что ж, давайте разберем. Снимем эту красивую блестящую внешнюю крышку. Все, что красить не надо, сейчас оклеим. А лучше даже не так. Лучше снимем эту красную пластину. Открутим ее от сигнала. А не получится. Видите, ось закернена. Теоретически, если я ее откручу, могу нарушить работу и звучание. Здесь, конечно, есть регулировочный винт для настройки звука. Он меняет амплитуду колебания пластин. Ну и ладно, не будем это трогать. Давайте легонько замотуем, чтобы совсем уже глянец у нас не оставался. На глянце краска совершенно не держится, потом трескается и отслаивается. Обезжирим. Ну и в традиционный уже серый цвет покрасим. Тонким слоем, чтобы это не отразилось на звуке. А пока деталька сигнала сохнет, посмотрим, что у нас есть еще. Это переключатель, который должен стать переключателем поворотов. Но есть нюанс. Здесь сигнал, очень удобно.
Кнопочка сверху. Но обратите внимание на начинку. Если внимательно посмотрим, то увидим, что эти 3 контакта имеют вход, а этот один крайний нет. И винтика для фиксации провода тоже нет. То есть у нас как бы нейтральное положение, когда ничего не включено. Положение, когда эти 2 контакта замкнуты и эти 2 контакта замкнуты. Это у нас переключатель, габарит и свет. Ну и сигнал. Надо либо из него сделать включатель поворотов, засверлиться, нарезать резьбу, либо просто засверлиться и припаять провод, какой-то выход. Будет у нас нейтральное положение, поворот направо, поворот налево и сигнал. Либо поискать на барахолке непосредственно включатель поворотов. Может быть, удастся найти. Вот только на них, кажется, сигнала нет. Вот и думай, что же удобнее. Ну, давайте его тоже сразу накинем на место, на руль, где он будет стоять. Просто чтобы представлять размещение компонентов. Что с чем будет соединяться и как это будет выглядеть. Можно сдвинуть его немного сюда, чтобы закрыть отверстие на руле. В заводском исполнении с такими обратными ручками у нас здесь стоит монетка опережения зажигания и переключение с помощью троса ближнего и дальнего света. Трос заходит в это отверстие в фаре, но в этой фаре у нас и механизма такого нет. Кстати, а насчет ближнего-дальнего. Я не помню, в этом замке есть такая функция? Или только включить свет и выключить? Надо будет хорошенько подумать по поводу коммутации и подключения. Двигаемся дальше. У нас, ребят, кроме всего прочего, не хватает на этом мотоцикле датчика тормозов. Ни на руле нет лягушки, и не представляется возможным ее установить. И на заднем тормозе тоже нет лягушки. Я нашел ту, которую покупал для своей Хонды. Китайский такой наконечник тормозной. Достаточно компактный, рабочий. Свой на Хонде мне удалось починить, а этот остался в запас. Можно, конечно, попробовать его как-то адаптировать. Где-то здесь. Например, использовать крепление пассажирских подножек. Мотоцикл у нас будет одноместный. Ну, если с коляской, то двухместный. А вот здесь можем установить датчик тормозов. Да, пожалуй, можно попробовать. Либо за крыло его зацепить. Тоже как вариант. И осталась вот еще какая штука, которая лежала вместе со всеми остальными электрическими частями. Это, братцы, лампа, и кажется, вот это как раз его родная 6-вольтовая. Никаких надписей не видно. 2 спирали на одном уровне. Подозреваю, что либо 2 сразу они включались, либо на дальнем загоралась вторая, дополнительная, и они светили 2. Ого! Очень ярко светит. Действительно, на один контакт подаешь питание, светится 1 спираль, а на второй 2 сразу. Но не рискую долго держать, поскольку 6 вольт на 12-вольтовом аккумуляторе может сгореть. Оставим, пусть будет. Ну и можем, наверное, собирать наш сигнал.
Краска уже подсохла, а если даже не до конца, я постараюсь просто этой пластины не касаться. Расклеиваем скотч. И все собираем в обратной последовательности. Проверка. Хороший звук, хуже точно не стал. Ну и теперь давайте подумаем над его размещением. В оригинале на М62 сигнал стоит здесь, крепится на шпильке или на болтике и размещается между крышкой зажигания и крылом. Но здесь очень мало места. Сигнал фактически упирается в крышку, почти упирается в крыло и мало того не попадает на отверстие крепления. Такой вариант нам не подходит. Можно его спрятать под баком, разместить где-то здесь. Но зачем прятать такую красоту? Здорово было бы поставить его где-то под фарой. Но здесь тоже места мало. Поэтому, скорее всего, мы все-таки используем родное крепление, но закрепим сигнал через какой-то кронштейн, через какой-то уголок. Как-то вот так или так. Если переставить крышку, закрепить его таким образом, но чтобы эти пазы были горизонтально. По-моему, должно быть здорово. Ну и он блестящий, сочетается по цветовой гамме с двигателем. Мне кажется, установленная таким образом крышка будет здорово перекликаться этими горизонтальными пазами с ребрами на цилиндрах и головках. Кронштейн для установки сигнала тоже уже изготовил, но ему надо дать время, чтобы высохнуть. Ну и как видите, практически все компоненты электросистемы М62 уже заняли свои места. Возможно, я что-то забыл, и если вы это заметили, пожалуйста, напишите в комментах, у меня еще будет шанс прочитать это и в субботу на барахолке докупить. Ну а на сегодня, пожалуй, закончу. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.